технику, все. Но поставил, я ж вот это вот протупил. С этим одним файлом. Не знаю, надо будет проверить. Так. Вот. Надо сшивать, не надо. Ну, как-то логики нету, блин. Ну. Вот. Интересно еще такой момент. Вот сейчас выбрана линза, которая смотрит на меня. То есть я в экране вижу линзу, которая на меня смотрит, да? Направление как бы съемки. Но можно еще перевернуть, чтобы оно смотрело в ту сторону, вперед. А ну сейчас мы так и сделаем, для интереса проверим. Так, вот, все, теперь смотрит на это. А потом на записи, ну, не на записи, на проигрывании уже потом посмотрим, если что-то поменялось и так ли это было. То есть какая линза будет по умолчанию стоять первая, если не ставить блокировку. Посмотрим потом, так ли это. Вот сейчас стоит, все время стоял я, да, а теперь стоит это. И что по умолчанию, если это так, ну, правильно или нет? Ну, неправильно, а какая камера будет потом по умолчанию впереди, а какая это? Интересный момент, а то чуть не допер. Ну и потом посмотреть это. Как его? Длину файла. Раньше писал 30 минут и отрубался. Но там тоже был интересный момент. Если, допустим, включаешь с камерой, он 30 минут, например, напишет, запишет и все. А если включаешь с телефона, или наоборот, я просто не помню, то он и дальше писал. 30 минут, файл... А, нет, вру. Ага, вру, ребят. Изначально не было. Они потом сделали апгрейд, ну, это обновление пришло. И это... И уже потом включаешь запись, она раз, ну там 10 секунд, 15, пока закончится запись, файл сформируется и продолжит, и включится дальше. Ну, для 10 секунд это же не снимаешь какой-то научный процесс, где там все это должно быть. Ну, вот поэтому в нашей хобби жизни или хобби съемки, да, или как там назвать правильно, я думаю, 10 секунд не критичны. Хотя моменты бывают всякие разные интересные. Так что вот. Ох, тут у нас всегда знаменитая пробка. Правый ряд еще едет, он там сейчас на две полосы разделяется, и там едет, а левый поворот налево, и тут сюда небольшая пробочка. Кстати, у меня что тут термопистолет есть, сейчас интересно, насколько камера нагрелась. Так, да, сейчас проверю. Вот 37 градусов, 36-37, вот показываю.
Нормально так. Ну, там у меня нагревалось на... Проверял дома 43-44 градуса. Просто поставил. Это на полчаса у меня там записывал, а я проверял. Если это... Ну, какая температура? Вот 43-44. Но здесь, правда, еще это, на улице 13. В машине 19 на поставлено, так может там немножко дует, охлаждает. Пока не жарко. Вот когда солнышко выйдет и будет греть ее. Я помню, телефон положил туда, там, где камера лежит. Все, солнце его нагрело, он вырубился. Так что такие моменты бывают. Мы уже почти приехали. Какой прицеп интересный. Сейчас повернем. Что-то нас тут зацвело. Так, а ну сколько мы уже едем? Ну, успеваем. 25 минут. Двадцать 26 минут едем, да? Ну вот интересно, если 30. Файл. Запишет длиннее или нет, посмотрим сейчас. Построили.
больницы. Зеленую ветку. И тут бывает такая пробочка небольшая, когда автобус, толпа с метро. Нажмут кнопочку на переход и ну а вот тут вот утром бы я не хотел ехать. Но это еще маленькая. Это еще маленькая пробка. Бывает туда вот аж до спуска. Так, а что у нас там бензин? 38,70 и 39,70. Солярка и бензин. Если мы не успеем, то 30 минут, то это подождем. Чтобы оно и файл записал дальше, если это. Ну, говорили, или где-то я слышал информацию, что что пишет? Что-то я долго с мыслями собирался. Замерз. Наверное. Ну вот, за всю нашу поездку в 30 минут плюс-минус машина не работала на перекрестках 6 минут 29 секунд. Вот. Экономила. Это, ребята, у нас Биска. Посмотрите сейчас справа, как ее охраняют. Стоит пациент, вооруженный до зубов, куча преград, куча всяких заездов. Мне интересно, ну ладно, это те там, которые там, ну, вот ее охраняют, потом там, которые работают, какие-то, которые занимаются, а обслуживающий персонал, уборщица, там, слесарь какой-нибудь, сантехник, электрик, блин, они там как, это там пипец, блин, проверки до какого? До 25-го колена, блин. Так, все, ребятки, мы проехали, я с вами попрощаюсь.